Всем привет! Вот как видите, имею две турбины. И в данном видео посмотрим, какая конструкция у турбины, как она разбирается и какие металлы содержит. И в каком количестве. Как видим, турбины делятся на две категории. Это турбина, которая крепится к коллектору двигателя. И турбина, которая крепится уже вместе с коллектором на двигатель. Так как коллектор идет уже вылитый из металла, из чугуна вместе с горячей частью турбины. Данные турбины одинаковые, фирмы Garrett, просто одна с коллектором, вторая без коллектора. И немножко вакуумные клапана, так сказать, актуаторы, это уже кто как называет, по-другому расположенные. Вот и все. Если кому-то интересно, как турбина работает и как ее проверить, очень быстро и легко, можете посмотреть у меня на канале видео, я там все рассказываю. Ну что, а теперь разбираем турбину и смотрим. Как видим, данная турбина имеет дефект, так как где крепится вакуумный клапан, отломана ушко. Видите? Здесь. А так, в принципе, все здесь рабочее. Здесь штопора уже нету, штопор снимаем, если есть, и снимаем, демонтируем вакуумный клапан. Если кому интересно, как проверить вакуумный клапан, рабочий он или нет, можно это сделать просто. Просто вжимаем, затыкаем отверстие вот это и отпускаем. Когда мы пальцем закрыли отверстие, мы создали вакуум в данном клапане, и данный шток остался в поднятом положении. Если мы отпустим палец, он должен опуститься. Если такое произойдет, значит клапан рабочий. Видите? Дальше на турбине есть вот такая шайба, так сказать, заглушка, при помощи которой регулируется поток выхлопных газов, а также и турбина. Сначала разберем холодную часть турбины. Как видим, она прикручена вот такими болтами на 7. Как видим, холодная часть турбины зафиксирована намертво 4 болтами и откручивается ключиком на 8. Итак, открутили холодную часть турбины. Смотрим. Вот улитка холодной части турбины. Она изготовлена из сплава алюминия. Как видим, присутствует масло. Значит, турбина слегка пропускала масло уже в холодную часть турбины. Обычно турбина пропускает масло, в первую очередь, это в горячую часть турбины, так как там намного больше нагрузка на сальники турбины. Вот сама крыльчатка холодной части турбины, вот как она выглядит. Дальше будем откручивать горячую часть турбины. Берем на 10 ключик. Как видим, зафиксирована горячая часть турбины 4 болтами. Выкручиваем штуцер, через которое отверстие подается масло для смазки, а также и для охлаждения турбины. Через это отверстие выходит масло, которое уже прошло через турбину и возвращается обратно в картер двигателя. Итак, открутили горячую часть турбины. Вот улитка, как выглядит в горячей части турбины. Вот с такими завихрениями и так далее. Вот средняя часть турбины. Горячая часть, холодная часть. С обоих сторон стоит крыльчатка на одной и той же оси. Заметьте, там, где горячая часть турбины, та часть состоит из больших лопастей. Видите? Та сторона, где установлена холодная часть турбины, так сказать, компрессор, уже на крыльчатке уже лопасти установлены немного по-другому и меньше, больше, меньше, больше. Видите? Ну что, разбираем дальше. С одной стороны берем ключик на 10, с другой стороны на 8. Снимается крыльчатка именно с той стороны, где установлен компрессор, холодная часть турбины. На оси резьба левая, не правая, поэтому откручиваем в правую сторону. Если будем откручивать в левую, мы сломаем ось. Видите, левая резьба.
Вот так выглядит крыльчатка компрессора. Она изготовлена из сплава алюминия. Дальше снимаем с холодной части вот эту тарелку упорную. Как видим, на тарелке упорной есть вот такое уплотнительное кольцо резиновое. Дальше тарелка крепится на 4 болта. Вот сняли упорную тарелку компрессора, а также, как видим, обратная сторона — это уже упорная часть самой внутренней части турбины, где происходит охлаждение турбины и смазка. Видите, внутри есть масло. И вот так это все выглядит. Дальше снимаем ось с крыльчаткой вот таким принципом. Еще одна тарелочка металлическая. И вот сама ось с крыльчаткой с горячей стороны. Как видите, на горячей стороне оси вот стоит металлический сальник. Вот упорные точки нашей оси и сама ось. Вот так она выглядит. Изготовлена из стали. Ну что, разбираем дальше. Здесь, как видим, есть уплотнительное кольцо. Вот такое из резины. Дальше стоит вот такая шайба, деталь из бронзы. А вот здесь стоит втулочка. Снимем шайбу из бронзы. Вот она так выглядит. И вот наша втулочка одна, на которой скользит турбины ось. Вот внутренняя втулочка. И есть в ней маленькие отверстия. Видите? Вот внутри есть маленькие отверстия в данной втулочке. Через эти отверстия происходит смазка турбины. Здесь подшипников нет, здесь есть втулки. Также и с обратной стороны. Втулка с отверстиями. Еще в данной средней части есть камера вот там внутри. Вот отверстие там, через которое циркулирует масло. И не только смазывает втулки, но и охлаждает вот эту часть турбины, для того, чтобы не перегрелись бы данные, так сказать, втулки, подшипники турбины. И турбина нам служила бы очень долго и упорно. Сейчас попробую извлечь втулку, для того, чтобы показать вам ее, как она выглядит. Вот и все. Вот средняя часть, она изготовлена из чугуна. Вот общая одноцельная втулка. Вот так она выглядит. Вот эти отверстия, о которых я говорил. Видите? Видите? Посадочные места, как я и говорил раньше, именно напротив вот этих мест, где есть каналы для масла и отверстия для смазки, чтобы попадало бы и смазывало ось. Итак, вот, как видим, вакуумный клапан. Я сейчас прорезал по кругу и разобрал его таким принципом и покажу, как он выглядит внутри. Как видим, верхняя часть вот такая. Дальше спружинка идет. И вот нижняя часть со втулкой резиновой, так сказать, сальником уплотнительным. Вот средняя часть как выглядит. Видите? Шайба, вот такая тарелка запрессованная и вот такая резиновая диафрагма. Вот такая резиновая диафрагма, когда порвется, уже вакуумный клапан не работает и не управляет турбиной. И наша машина теряет тягу и не едет так, как надо. Конечно, на новее автомобилях уже установленные турбины с не вакуумным клапаном, а электрическим. Там управляет турбиной уже электродвигатель. А теперь смотрим окончательный результат. Так как многотоннажные у меня весы, они 1 килограмма нам не покажут. Поэтому я сначала свешу вот эту металлическую болванку. И та, которая разница будет в весе, это и будет вес нашего металла. Как видим, вес болванки 4 килограмма 700. Посмотрим, сколько у нас алюминия. Когда алюминий добавили, вес 5300. Значит, у нас алюминия в турбине было 600 грамм. Дальше смотрим, сколько у нас тяжелого металла. Как видим, тяжелого металла, железа у нас 2 килограмма 500 грамм тяжелого металла в турбине.
Если бы эта турбина была бы, у которой горячая часть вместе с коллектором, был бы вес 7 килограмм 200 грамм было бы. А так только 2,5 килограмма. Ну и естественно хороших где-то грамм 150 бронзы. Конечно, турбины вес зависит от нее мощности, точнее от мощности двигателя автомобиля, но на автомобилях, которые управляются с категорией B, в основном устанавливаются вот такой категории турбины, как я показал в данном видео. Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.